С нами сегодня доктор Алексей Нерушей, суперпедиатр, и у меня к нему есть несколько каверзных вопросов. Я-то невролог, и мне всегда за радость попытать педиатра про неврологию, в терапии и педиатрии, про педиатрию и терапию в неврологии. Откуда ноги растут у наших неврологических синдромов. Педиатрам всегда рады, что поговорить с неврологами. Да, это так заведено просто. Ну да, так у нас заведено. Правильная маршрутизация. Скажите, пожалуйста, вот интересная тема. Приходят родители и говорят, вот этот ребенок ленивый, он учиться не хочет, он от урока подмынивает. И вот скажите, он у нас просто лентяй или у него что-то, может быть, с головой не так? Ну вот понимаешь, с головой у него все так, но может он себя плохо чувствует физически. А вот что бывает? Буквально на прошлой неделе действительно приходил ко мне такой пациент. Был мальчик 11 лет. В первую очередь всегда, когда задают такой вопрос, надо спросить, не заставляет ли мама слишком много или папа, смотря с кем пришел ребенок, слишком много работать этого маленького человека. Ну, то есть ребенок, как в детстве, да, спрашивают, когда еще малыша приносят маленького, док, а почему он, почему он, например, не какает на грудном скармливании, не какает там 5 дней? Я говорю, он не должен, он может не какать 10 дней на грудном скармливании, это нормально. А то же самое, первый вопрос, я думаю, что немного ли требует от этого маленького, там, 11-летнего человека. Но действительно, если пройдет первый барьер, надо потом провести правильную сбор вообще анамнеза данных, то есть он как спит, не только ленивый, да, то есть надо посмотреть на весь спектр, как он спит, как он ест, как нет ли никаких других симптомов в виде, например, там, кашля, насморка, частых заболеваний, например. То есть правильно собранный анамнез дает очень много уже информации. И действительно можно прийти к выводу, что ребенок, ну вот как у меня было на прошлой неделе, мы делаем анализ крови, собираем анамнез, а у него латентный дефицит железа. Он, естественно, будет много хотеть спать, он будет много хотеть лениться. Ну, это не лень, это просто обычная слабость. Иногда могут быть даже парестезии, а у меня там колет здесь, там все болит. Синдром беспокойных ног. Почему-то у меня, например, ноги начинают, да, болеть. Нарушение сна. Да, мама начинает потом в анамнезе выясняется, говорить, что ой, а он, например, там поздно засыпает, да, или он часто просыпается. Ну, то есть там нарушение сна. Ну вот, то есть получается, например, бывают даже кейсы, ну это вот как итог, что выясняется, что у него не только дефицит железа, например, он связан там с дефицитом B12 или фолиевой кислоты. Ну, всякое бывает. Соответственно, это один из ярких примеров, который был у меня на прошлой неделе. То есть ребенок дрыгает ногами, мать говорит, что ты дрыгаешь ногами? Да. Просто дефицит железа, сейчас спокойно зло. Да. И он не может этого не делать. Абсолютно верно. Ну, то есть там в связи с определенными биохимическими реакциями это происходит просто непроизвольно. Организм дает такие реакции. Усилием воли какое-то время это можно держать, но... Скорее нет, скорее усилием воли родителей после того, когда мама придет и ночью будет гладить вот эти места. Вот. И это более-менее, возможно, после ибупрофена либо теплой ванны это как-то пройдет. Но скорее нет, если не лечить это. А по каким косвенным признакам можно понять, что ребенок не добирает по сну? Не добирает по сну, по косвенным признакам. Хороший вопрос. Да он с утра какой просыпается. Значит, вообще проблемы со сном могут быть, конечно, как мы только что сказали, следствиями дефицита железа, могут быть и другие проблемы, например, при дефиците B12 тоже такое возможно, и там будут похожие симптомы в виде
отсутствие просто энергии утром, либо, если мы говорим смотря про какую группу еще мышей мы говорим, да, там, не такие Мать мыши. школьников, возможно, с мы берем параллель. Да. В детском саду за Лениншем никто не предъявляет. Это в школе. Предъявляют еще как. Еще как предъявляют бедные дети. Да, не предъявляйте детям за лень. Они имеют право лениться. Ну, по моим наблюдениям, если ребенок не досыпает, он с утра, во-первых, может тяжело вставать, хмурый, ленивый и плохо ест по утрам. Да, парадоксальный аппетит. И не только по утрам, может быть и днем. Это кусочничество. Вообще вот эти нарушения пищевого поведения, они тоже могут быть как один из последствий вот всей соматической вот этой патологии, всей проблемы. Да, нарушение пищевого поведения тоже. Это интересно, по моим наблюдениям, но если взять топ-3 проблем со сном, первое – это все-таки гипоксия во сне из-за верхних дыхательных путей, да? Это аденоид, вернический ринит миндалина. Ребенок начинает засыпать, мышцы расслабляются, небо расслабляется, и остановка дыхания или почти остановка дыхания, и чтобы не уходить в гипоксию, мозг просто перестает уходить в глубокий сон. И ребенок спит свои 9 часов, но это не тот сон, который ему нужен. Абсолютно не тот. И, соответственно, лень, потеря памяти, потеря обучаемости, и Да. даже, может быть, отставание в развитии. Причем недавно японцы сделали большое исследование, что у детей с аденоидитами, то есть с увеличенными аденоидами от 3 до 7 лет, у этой группы детей, у 60 детей 100 будет ладенный дефицит железа. Ага. Даже такая вот история есть. И ну, есть, конечно, определенные критерии, если мы там рассматриваем тему аденоидов сейчас, это там частые отиты могут быть, это вот эти частые, например, там затяжные насморки от месяца и более, хронические состояния. Естественно, нарушение сна будет, это, как вы правильно сказали, отсутствие нормального носового дыхания, апноэ сна, задержки дыхания во сне. Это могут быть 3 гнойных отита за год, тоже как симптом. Это могут быть частые вот эти инфекционные, да, заболевания. Поэтому могут быть, кстати, еще стоматологические проблемы в виде еще бруксизма. Здесь, кстати, вот встречный такой вопрос: бруксизм и нервная возбудимость. Да? А вот сейчас я про это тоже скажу. Вот топ-3, если взять Да. первое апноэ, второе – это, пожалуй, боль. Угу. Гастроинтестинальная, чаще всего, желудок, кишечник болит, ребенок выдает генерализованную реакцию на боль в виде проблем с поведением или усталости, и он не может просто глубоко спать, потому что болит. Плюс еще во сне тонус кишок начинает расти из-за активации вагуса, и ребенок просто не досыпает, потому что болит. А третье – это вот как раз парасомния. Детям это свойственно, же нейропластичность высокая, но за это платим повышенной возбудимостью. И даже в ночной энцефалограмме мы часто видим, что возникает гиперсинхронная ЭЭГ, это гипногогическая гиперсинхронизация это называется. И тогда могут быть эпизоды сомнамбулизма или других парасомний. Скрип зубами, вот этот самый лунатизм, сомнамбулизм, он когда бывает большой, когда ребенок во сне разговаривает или ходит, бывает маленький, это просто мудрость, микропробуждение. Сон постоянно рвется на маленькие фрагменты, и ребенок полностью не просыпается, никто не знает об этом, пока не сделаешь ночное ЭЭГ. Но это типично, это часто бывает, и это лечится очень просто, главное это выяснить. А вот про боль. Еще бывает боль в костях и в точках прикрепления мышц, это часто из-за высокого антисня, талезина, ринозолит и стрептококковая инфекция. Но вот про боль в животе все-таки подробнее. Чаще всего болит почему? Боль в животе. Я всегда, когда смотрю на эту тему, скажем так, я предпочитаю замедлиться, не торопиться. Родителям тоже предлагаю посмотреть на эту тему осторожно, аккуратно и подумать лучше обо всем, прежде чем сказать, что все окей, все нормально. Почему? То есть очень часто проблема – это просто функциональные боли в животе. Такое бывает из-за активности парасимпатической нервной системы. Я вот веду на прошлой неделе дочку в школу,
Она не хочет в школу и говорит: папа, ой, что-то у меня живот болит. Я погладил живот, он прошел. Ой, я когда в школу не хотел, у меня тоже так было. Ну, то есть это нормальная реакция парасимпатической нервной системы, то есть так это как работает, да, у детей, это про пластичность, да, которую вы говорите. Но с другой стороны, прежде чем сказать, что это все нормально, это просто функциональные боли в животе, надо подумать о большом спектре вообще других состояний, чтобы ничего не упустить. Ну, например, там вопросы, которые я могу задавать: а как у ребенка со стул? Болит живот. Почему? Там, например, а есть ли запор? Ой, да, док, есть запор. Да, или, Логично болит. конечно, будет болеть, там, порочный круг и так далее. А вдруг там какая-нибудь диарея или вдруг прожилки крови есть. А вдруг мы думаем, например, про аллергию пищевую. Может быть, например, там, непереносимость лактозы. Такое тоже бывает. Может быть, там, боль в животе вследствие, например, или, там, аскоридоза. Да, может быть, то есть, опять же, правильно собранный анамнез, когда мы все выясняем, собираем данные, щупаем живот, а вдруг, например, недавно ребенок перенес там какую-нибудь энтеровирусную инфекцию, у него, естественно, будет воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте, там, в течение 2-3 недель, пока слизистая восстанавливается. Ну, то есть, и такое возможно. То есть, прежде чем сказать, что живот болит, потому что все окей, надо как минимум подумать, да, о самых частых проблемах. Вот если мы осмотрели ребенка физикально, пощупали живот и собрали анамнез, в принципе, какую-то львиную долю исследований можно бросить и сконцентрироваться на том, что нужно не делать все подряд. Да? Конечно. Я вот замечал часто, что именно аллергические гастроэнтериты, они болезненны, потому что тучные клетки и эозинофилы выбрасывают в процессе аллергического процесса грамбола, который содержит провоспалительные вещества, разные сигналы химические, и часть из них прямо нацелена на болевые рецепторы. И болевые рецепторы очень восприимчивы к гистамину, например, или к некоторым еще молекулам, содержащимся в разных гормонах. Эозинофилов и тучных клеток, поэтому аллергические воспалительные процессы, они болят. Кстати, может болеть не только при аллергических, ну, то есть не только, да, это я хотел добавить еще при, например, дефиците B12, бывает, там же напрямую разрушается миелин, да, при этом повышении ММА кислоты. И это может вызывать еще не за миелин, не полностью за покрытые миелином вот эти нервные оболочки пищевого тракта, нервных волокон. И они могут как раз давать болевые ощущения. То есть нервные волокна теряют изоляцию, Да. и это болит. Да, верно. Опять же, вот прошло обязательно. Опять-таки про боль в животе. Часто дети не жалуются на боль. Болит живот со 2-го года жизни. Для ребенка это типа нормально. Он эту боль уже не выделяет из общего потока ощущений, но он от нее страдает, выдавая генерализованную реакцию на боль в виде проблем с поведением, обучением, сном, ленью и прочим. Как ее найти? Это понятно, когда живот пальпируешь ребенку. Это не становится ясно. Наверное, вот мне кажется, что в первую очередь надо быть внимательным к тому, что говорят родители. В первую очередь. Поэтому мы сначала собираем этот анамнез, да, то есть, ну, это мне дает, по крайней мере, очень много информации, если особенно внимательно слушать. То есть болевое поведение в принципе по анамнезу можно То есть заподозрить. я вот что хотел сказать. Когда, например, пациент садится на прием к доктору, вот после чего у меня произошло, на самом деле, изменение парадигмы, все поменялось в моем приеме. Когда я прошел курсы Калгари-Кембриджской системы медицинского консультирования, мне сказали: если, док, к тебе пришел пациент, сядь и заткнись. Ну, то есть это я, конечно, утрирую, ну, то есть надо просто внимательно слушать. Я когда начал действительно внимательно слушать, я заметил, что, например, в конце своей речи я стараюсь не перебивать. По статистике с 1980 года доктор перебивает пациента уже на 2-й минуте рассказа пациента.
Это, кстати, снижает, ну, там, доверие и так далее. Если Снижает результат лечения. результат лечения, да, конечно, и комплайнс, и вообще всем показатели вниз. Так вот, я когда начал слушать, я заметил, что, в конце 2 минуты, ну, док, а на самом деле меня беспокоит вот это. И она называет самое главное, что, ну, например, она, действительно, мама там тонко замечает, что ребенок, не знаю, там, держится за живот. И это почти уже та информация, которая нам нужна была. Вот это я бы первое выделил в ответе на ваш вопрос. Второе, наверное, если быть внимательными к ребенку, пациенту, то можно заметить, что он, например, ограничен как-то в движениях, то есть не так играется. Это как яркое придушение. Если мы уроним игрушку на пол, да, он будет ее поднимать определенным образом. Вот, при дистрофии, я имею в виду. Так то же самое, как ребенок играется, да, если мы с ним там начинаем как-то вступать в контакт, тоже можно, мне кажется, заметить. Ну и осмотр дает очень много. Например, мы заметим какую-то воспалительную, там, слизистые, да, там, не знаю, тоже может, допустим, хоть и косвенно немного, но говорить, а может быть вся слизистая такая, да, или, как вы правильно сказали, а вдруг там какие-то точки, да, болезненные где-то. Вот, тоже, может быть, даст нам информацию о боли в животе. Ну, то есть, и вот в комплексность собрать все данные, может быть, я что-то упустил, но, тем не менее, при комплексном подходе, мне кажется, вполне можно увидеть. Ну, не экономить время. Просто. Да, Смотр. да, супер, точно. За 5 минут не посмотришь, призм и за 15 не посмотришь. Нет, я пытался. Где мне не получается. Ну, это нормально, мне кажется, я отказался от этой затеи торопиться. Вот я слышал от вас кейсы про целиакию, Да. когда не переносит ребенок глютен, и могут появляться симптомы совершенно различные, от гастроинтестинальных, заканчивая какими угодно, кожными, неврологическими, суставными. Расскажите, как это, почему, как заподозрить, как понять, что ребенок на это реагирует, как подтвердить и что потом делать? При целиакии. Но опять же, скорее всего, начинается все с того, что придет на прием мама или папа с ребенком, или вместе, и скажут, что, например, там, болит живот или повышенное газообразование. Ну, какая-то будет явная жалоба. Они скажут, что беспокоит. После этого, если у ребенка действительно есть какие-то гастроинтестинальные проблемы, ну, например, у него, допустим, будет диарея частая или постоянно жидкий стул, постоянно, допустим, или у него случилось резко какое-то, вот как у меня было в кейсе, о котором я рассказывал, что ребенок резко вдруг начал там уходить в такое депрессивное, агрессивное, да, подавленное состояние, то есть как будто бы резко началась какая-то депрессия, или резко он потерял все когнитивные навыки. Вот. И тут надо задуматься вообще, по какой причине, что я сделал. Мы провели не прям все на свете посмотрели, а точечно проверили все показатели, которые могут на это влиять. В данном случае были положительные показатели на целиакию, да, была подтверждена целиакия, это антитела к тканевой трансглутаминазе. И мы еще смотрели иммуноглобулин А, ну там смотрели еще другие показатели. А вы решили их смотреть именно потому, что по осмотру сложилась картина бразильской целиакии. Да, мы начали в том числе вместе с родителями, ну то есть как обычно, да, то есть смотрите, у нас там в диагнозе вот такие причины. Скорее всего, надо проверить там вот это. И идем, проверяем. И как мне кажется, лучший метод, если мы обо всем подумаем и ничего не упустим. Ну, то есть лучше, я где-то в какой-то книге медицинской прочитал, научно-популярной или в журнале, что лучше быть пессимистом, а потом приятно удивляться. Ну, если вдруг вот такие, особенно с гастропроблемами, да, особенно если есть какая-то серьезная жалоба. Мой подход, мне просто нравится фраза. Так вот, действительно была подтверждена целиакия, были, в том числе сделали генетику, был подтвержден и у папы, кстати, оказался тоже. То есть и папе помогли. Да,
Ну, у папы об этом, как оказалось, потом вспомнил. Причем это хорошо, что вот как раз при правильном сборе анамнеза папа вспомнил, позвонив своей маме, что у него тоже были такие же проблемы. Но у него не был проявлен, да, там, проявлена эта мутация. А у ребенка она проявилась. То есть у ребенка было повышенное газообразование в течение длительного времени, когда... Основное лечение – это изменения в питании, Да, все проходит Да, полностью. все вообще. И ребенок тут же раз и восстановился, как будто бы вся вот эта регрессия, она прошла, депрессия ушла. Да. Это один из кейсов, и, естественно, я бы рекомендовал не думать, что это панацея, потому что бывает и по-другому. То есть не стоит только считать, что вот там, ой, это целиакия, потому что бывает еще много разных других состояний, о которых лучше подумаем. То есть не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, потому что это может быть небезопасно. Проконсультировать со специалистом, да. Вот. Да, Ну вот у целиаки есть же не только гастроинтестинальные проявления, какие это бывает. Дерматит герпетиформный. Могут быть разные признаки нарушения всасывания долгие, например, дистрофия ногтей, да, колонихи тоже дефициты разных макроэлементов, микро-макро, потеря веса. А бывает неврологический фенотип. Да. Потеря веса я бы тут же сразу добавлю, это прям, наверное, супер критерий для врача-педиатра. То есть первое, что вообще при оценке, да, это... И потеря веса или недостаточный набор веса или рост. Да, это не в в динамике, да. Что еще можно сказать? Скелетно-мышечный, может быть, фенотип. Да, это боль в мышцах, суставах. Ребенок пошел куда-нибудь там с мамой, просится посидеть, потому что у него что-то болит. Да. Да? Головная боль может быть, и могут быть всякие воспалительные вещи, типа стоматит, кто знает. Да, особенно, ну, это как уже наследствие, хиелиты, стоматиты, табзайды, да, которые часто тоже показываются. Но это уже например, при дефиците уже, при недостатке всасывания B12 или B6, B3. Или же растворимых витаминов. Да, или же растворимых витаминов, такое уже может быть. Спасибо. Мне Бывает целиакия с запором? Бывает ли целиакия с запорами? Или тогда должна быть не только целиакия? Все-таки запор, опять же, если его отдельно рассматривать, по статистике он у детей скорее психологический запор. Ну вот чаще всего, то есть там На стрессе? 70% будут иметь запор скорее такой. То есть запор это всегда порочный круг. В ампуле прямой кишки скапливается кал, ребенку страшно какать, он удерживает кал, скопление кала в ампуле прямой кишки. То есть обычно механизм такой. Я, конечно, не рассматриваю редкие проблемы, как болезнь Гиршпрунга или другие проблемы, но тем не менее, да, то есть если мы убедились, что нету красных флагов, патогенез запора обычно вот такой, как порочный круг. Хороший вопрос, может ли быть? Наверное, там будут какие-то сочетанные патологии. Скорее всего, запор – это запор, а целиакия – целиакия. То есть я бы... Лучше цедаль, одно же не гарантирует отсутствие другого. Я бы в первую очередь сначала бы разделил и искал бы... У меня был клинический. Дочь приводит родителя ребенка лет на 4. Папа такой над ним нависает, говорит, ну скажи. Тот говорит, я не умею какать. Ага. Соответственно, они его сажали на горшок. Какай. Я не умею. Ага. Долька Сигма. То есть у него дают дополнительные петли сигмовидной кишки, сделали рентген. И потом педиатры просто подобрали питание, терапию, и, понятно, он потом вырос, все это поменялось на какое-то время, он был постоянно на гастроэнтерологическом лечении. А гастроэнтеролог была девушка суровая, и она очень жестко поговорила с родителями. Но он ей помогал. Бедный малыш. Вот, мне хочется как-то сразу пожалеть ребенка. У меня тоже был такой кейс, и я даже на эту тему... я когда начал вести свой YouTube, у меня было желание снять какой-то пародийный кейс. И я взял своего попугая, такой,
И вот как раз снял я видео, может, будет время, я покажу. Это у меня реально был случай, когда бабушка постоянно капала, ну, ребенку, извините, на мозги, да, какай, как попугай. И я, ну, это, ну, Ну, на у самом деле, бабушки тоже были проблемы с запором. очень возможно. Ну, нет, ну, на самом деле, без шуток, нельзя заставлять детей садиться на горшок. Да или, ну, например, очень много занимаются пищевым насилием. Занимались, скорее, сейчас все-таки люди уже повышенная, да, информационная. Мы с женой приехали, когда к ее бабушке, значит, в деревню, я первый раз знакомился с ней. Она посадила вот такую вот тарелку с вареньем. Она очень вкусные тогда какие-то вареники со шкварочками поставила, на меня смотрит, чтоб все съел. Да. Она с Украины, и она сказала, чтоб все съел. И я понял. И когда рядом у меня тоже был запор потом. Нет. Ладно, такая периодическая пауза. Есть ли что-то еще добавить про вот эту вот детскую лень и соматические проблемы? Детская лень. Вот дефициты, ну или метаболические, нутритивные дефициты, это часто. Да, особенно если мы говорим про состояние после инфекционных заболеваний. Почему да? Например, энтеровирусы, один из примеров. Энтеровирусы вызывают воспаление в каком-нибудь из отделов пищеварительного тракта, где, например, всасывается какой-нибудь важный микроэлемент. Или, например, очень, ну, кстати, по статистике, по-моему, там 80 или 90 из 100 детей будут иметь временную лактазную недостаточность после перенесенного там ротавируса, ну, какого-нибудь вируса с гастроэнтеритом. А бывает такой вирус бессимптомный ребенок? Перенес, потом пару-тройку месяцев выделяет вирус, вроде диареи не было, а чувствует на себя плохо. Так бывает? Наверное, вот с моей точки зрения, надо просто понять плохо, что значит. Я бы пошел вглубь и спросил бы, а что значит плохо, какие симптомы. Может быть, это и как раз и нельзя трактовать как все хорошо и плохо. Ну, то есть явно там какая-то есть... Ну да, я слишком теоретически, я просто забыл, надо осматривать, ребят. Хеликобактер бывает? Бывает. Можно железной эндоскопии по антигену хеликобактерии в калии, это корректно диагностировать? В принципе, если мы смотрим антиген в кале на хеликобактер, то при определенных условиях можно посмотреть. Ну, то есть, кал должен быть очень свеженький, чтобы... ну, должен быть свежий, там не должно быть прием определенных препаратов и так далее. Ну, так, а вот в лаборатории это внизу он принес еще тепленький кал, и тем же днем мы понимаем, есть он. Ну, есть этапы подготовки, если они пройдены, если для этого действительно необходимо проверить, есть ли там хеликобактер, мне кажется, что все-таки это, наверное, тема. Опять же, я могу ошибаться, может быть, вы меня поправите, но, по-моему, все-таки хеликобактер я бы отнес по статистике больше ко взрослым, к вопросам такого, может быть... У взрослых действительно почему-то это встречается чаще. Может быть, даже попадание хеликобактера больше... Взрослые чаще едят, где попало. Ну, возможно, да. Я бы вот скорее ко взрослым, может быть, ко взрослым детям бы отнес вот эту проблему. Если брать малышей, вот как вы говорили, до 7 лет, вот я бы про хеликобактер тоже думал в ряде случаев при определенных ситуациях, но в диагностике бы проводил там... По факту редко. Редко, да. А после 7, чем старше? Да, вероятность просто повышается. У взрослых это более частая проблема, его же сейчас, по сути, не всегда надо лечить. Вот. Ну, то есть, и более того, надо всегда быть аккуратными с антибиотиками, а как нам известно, есть кишечные палочки, и вообще гастропроблемы лечить антибиотиками какие-нибудь. Есть предположения у родителей.
ой, у него как антикишечная инфекция, дай-ка дам антибиотик. Вот это вообще очень опасная штука, потому что есть вид кишечной палочки, который, если будет разрушаться от антибиотика, он может вызвать острое поражение почек, например, ГУС, да? То есть опасные кишечные палочки, которые лучше не трогать. Ну или велостридия дефицили, которые Например. антибиотики Ну, то есть, да. обожают. Я не говорю, что антибиотики это плохо, да, что не было популизма или чего-то еще, но они нужны как для лечения бактериальных инфекций, когда они нужны. Есть показания, Есть показания, есть антикишечные. абсолютно верно. Ну вот в примере я хотел как раз упомянуть, что при с кишечной палочкой тут надо быть очень осторожными, чтобы ее, во-первых, подразумевать, как ее лечить, там, какие симптомы она может вызывать. Ну да, кстати, бакскрин есть, там эти палочки-то видят. Ну да. Хорошо. Спасибо, очень интересно. Мне, да. Я бы продолжил. Да, добро. Спасибо.